Поэтому если вы просто сделаете возьмете, точнее, за основу своей торговли структуру, в первую очередь, поэтому мы всегда опираемся на уровни. Это уровни range trader, это уровни горизонтальные, это уровни, построенные вами вручную с разных таймфреймов, это уровни, я не знаю, там, какого-то другого плана. Это не так критично на самом деле. Уровень и уровень. Но для уровня нужно две точки касания. Да? Это самое главное требование для уровня поддержки сопротивления. Просто отслеживать поведение цены. Вот что, например, с золотом происходит. Мы обновили хай, бум, ушли, сейчас пытаемся сделать первый новый лоу. Давайте подождем, пусть кто-то выиграет, и мы потом как прилипнем к ним. То есть мы посмотрим, кто победил, да, и будем играть за них. Трудно ждать. У тебя в одном месте не держится, задница начинает чесаться, и ты уже ерзаешь. И тебе нужно торговать. Да, а не торговать сложно. Но я по себе знаю, что если я активничаю, когда нет явных сетапов, то это приводит к тому, что я разгоняю вот это вот свое... Я как бы держусь, контролирую себя, жду возможности, и потом в какой-то момент совершая идиотский трейд из-за усталости, из-за того, что там мне не терпится и так далее, я начинаю разгонять вот это свое внутреннее, да, недовольство, да зачем я это сделал, развивать в себе чувство вины, и потом накладывать еще один трейд, следующий трейд, и потом в конце смотришь, да блин, ну как бы вроде сделки, но это же не мои лучшие сетапы. Посмотрите, как золото консолидируется. Мы имеем пока две точки сверху, две снизу. Если мы пробьем бар, естественно, будет черный, тренд-фильтр станет вдруг красным, sell, агрессивный шорт. Очень короткий стоп здесь, но учитывая волатильность широкую. Поставить горизонтальную линию вот сюда, чтобы более объективно видеть close. Закрытие ниже. Посмотрим. У меня есть sell по золоту. Угу. Мы недалеко от таргета, да, первого. Я ставлю стоп 0. Буквально пару тиков не дошли до таргета. Все, я закончил. Обе позиции без убытки. Да. И вот сейчас мы видим по золоту новая формация, да, новая консолидация. Пока еще нет очевидной границы этой консолидации, как вот здесь, да, мы с вами наблюдали верхние и нижние границы. Но вот здесь что-то может сформироваться, и это будет, возможно, новый шанс целить золото. Да. То есть у меня есть две точки касания снизу, две сверху, тренд-фильтр красный, бары черные, все условия сохраняются. Посмотрим, будет ли шорт. И мы ниже моего range уровня, да, range high, который был пробит ранее, обратно цена вернулась. Посмотрим, что здесь будет. Нефть опять болтается, опять вернулись внутрь диапазона. Посмотрите, какой неустойчивый рынок. Если ты здесь пытаешься поймать какие-то сигналы, то ты просто в шоке будешь от того, насколько много лоссов может быть. Да? Вот в этом слабом рынке, который заключен, да, вот в эти уровни поддержки сопротивления. И при этом не демонстрирует никакой силы, но и в целом нет никакого подтверждения текущему движению то вниз, то вверх. То есть в целом рынок не определен. И такой рынок очень сложно торговать.
Все мои лоссы вот отсюда приходят, вот от такого рынка, неочевидного рынка, но я пытаюсь его торговать. Да, а когда уже приходит хороший трейд, хорошая комбинация, либо хорошая составляющая техническая, что надо входить, я не готов, потому что я эмоционально выдохся. У меня просто нет ресурсов, чтобы входить, или я достиг предельного убытка на текущий день, или я достиг предельного какого-то, вот здесь я раздражен, недоволен собой и так далее. Вот мы видим sell-сигнал новый по золоту, посмотрим, дойдем ли мы до таргета на этот раз. Очень важно, как закроется вот этот бар, да, потому что он для меня будет сигнальным. Потому что если я вошел в позицию, и появился этот бар, да, имеется в виду нисходящий, то вот этот high– это ориентир. Потому что если затем цена закроется выше, я выхожу практически по нулям, либо с микролоссом. Да, то есть вот он максимум. То есть я могу взять свой стоп, поставить сюда за этот high. Давайте смотреть. Алерт уберу. Тестируем low, закрываю часть. И поставлю позицию чуть ниже, чтобы закрыть небольшой, большие комиссии, которые будут за открытие сделки. Мы прошли после входа 40 тиков. Мы подходим к структуре. Я беру свой стоп и ужесточаю. Беру этот стоп и ставлю вот сюда, да, на точку первого таргета. Внимание, налево структура, чуть ниже структура, слева. То есть торгуя на пробой, я снимаю скальп, да, как правило. Тем более торгую на пробой агрессивно. Я знаю, что тренд бычий, и вот это движение контр основного потока. Все, я закончил с обеими позициями. Первый шорт здесь без убыток, второй шорт здесь двойной таргет. Хоть и небольшой, но еще раз торгую в таких кондициях, я не жду большого тейка. Бесспорно, рынок может обвалиться, но это не свойственное поведение цены, когда мы торгуем против основного потока. Да? То есть вот эти локальные медвежьи движения редко длятся очень долго. Давайте посмотрим на доллар-франк, доллар-канадец. А что там по канадцу у вас?